Показания к применению. При заболеваниях печени принимают пергу 3-4 раза в день. Как правило, снижается или полностью исчезает боль в правом подреберье, нормализуется билирубин в крови, улучшается аппетит. Пергу рекомендуется принимать при различных гепатитах, циррозе, печени, холецистите. Пергу употребляют для рассасывания доброкачественных опухолей, миом, мастопатии. После употребления перги в течение 3 месяцев 500 грамм отпадает необходимость в операции по поводу миомы матки. Перга применяется при заболеваниях, связанных с мужской половой системой. Для повышения потенции достаточно применять 5-15 грамм перги в сутки. Также, первое. Пергу рекомендуется принимать для профилактики и лечения болезней, которые сопровождают естественные процессы старения. Второе. Перга не только не повышает сахар в крови, но и способствует его нормализации и снижению при сахарном диабете, панкреатите. Третье. Перга – питание для мозга, так как она содержит около 60% сахаров в легкоусвояемой форме. Четвертое. Рекомендуется принимать в стрессовых ситуациях – экзамены, спортивные занятия, роды и так далее. Пятое. Перга снижает отеки и улучшает микроциркуляцию в глазном яблоке. Поэтому можно применять пергу при глаукоме, усталости глаз, при длительной работе с компьютером. Шестое. Перга применяется в комплексной терапии при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонической болезни, атеросклероза, воспаления мозговых оболочек, при нервных и психических заболеваниях, при нарушении эндокринной системы предупреждает кровоизлияние. Седьмое. Особенно полезна перга ослабленным людям, перенесшим инфекционные заболевания, больным, находящимся в послеоперационном периоде. Лечение пергой увеличивает процент гемоглобина в крови и способствует увеличению веса и роста. Механизм воздействия перги. Механизм воздействия перги заключается в наполнении сердечной мышцы калием. Дело в том, что основная причина сердечно-сосудистых заболеваний – это недостаток калия в организме вследствие его плохой усвояемости. Дефицит калия ведет не только к ухудшению работы сердечной мышцы, ее моторики, но и к снижению обмена веществ, не выводятся или плохо выводятся токсины, что приводит к отравлению организма и ухудшению общего состояния на фоне развивающейся гипокалиемии. При анемии перга – самое эффективное средство, повышающее гемоглобин. Она содержит органическое железо, которое полностью усваивается организмом. В перге есть все микроэлементы, которые необходимы для нормального кровотворения. Поэтому перга помогает ослабленным детям при пониженном иммунитете. Она полезна перед и после операций для ускорения заживления, при упадке сил в пожилом возрасте, хотя и многие молодые люди не могут похвастаться бодростью, особенно в ранневесеннее время, когда ощущается нехватка витаминов. Перга этот недостаток компенсирует. Но главное в действии перги – общетонизирующий эффект. При ее приеме повышается мышечная сила, стимулируется умственная деятельность, улучшается аппетит, повышается настроение, истощенные больные быстрее поправляются. Вот почему перга может применяться не только как лечебное средство, но как и диетический продукт, богатый белковыми веществами, углеводами, витаминами и микроэлементами. Результаты лечения пчелиным хлебом сердечно-сосудистых заболеваний просто удивительны. При этих заболеваниях, в том числе сердечной недостаточности и инфарктах, хороший эффект наступает уже с первых часов после начала приема перги. Прекращаются боли в груди, снимаются головные боли, повышается активность, ощущается прилив сил. Больные, нуждающиеся в постоянном уходе, после начала приема перги способны уже самостоятельно подниматься, через неделю совершают пешие прогулки, а через 2 недели вполне восстанавливают силы. При этом у них нормализуются все функции организма, рассасываются бляшки в коронарных сосудах, повышается иммунитет. Перед тем, как мы расскажем, как и когда и сколько применять пергу, послушайте, какое воздействие она оказывает на организм. Воздействие перги на организм человека. Противоопухолевое. Ускоряющее выведение из организма различных ядов.
повышающие устойчивость к радиации, омолаживающие, улучшающие память, улучшающее зрение, повышающее мужскую половую потенцию, антиоксидантное, противодействует окислению внутриклеточных жиров, что важно в профилактике опухолевых заболеваний и для долголетия, улучшающее деятельность сердечно-сосудистой системы, антисклеротическое, нормализующее уровень артериального давления, снижающее уровень сахара и холестерина в крови, улучшающее вегетососудистую регуляцию, регулирующее обмен веществ, улучшающее аппетит, общеукрепляющее, тонизирующее, противомикробное, противовирусное и противогрибковое, противовоспалительное, несколько понижающее свертываемость крови, восстанавливающее функцию печёночной ткани, восстанавливающее и увеличивающее вес тела, нормализующее процесс пищеварения, задерживающее рост микроорганизмов в кишечнике и регулирующее его функцию, стимулирующее функцию надпочечников, стимулирующее мочеотделение и желчеотделение, стимулирующее рост органов и тканей, стимулирующее иммунную систему, повышающее выносливость и адаптацию человека к различным факторам внешней среды, повышающее устойчивость к стрессам, повышающее умственную и физическую работоспособность, способствующее восстановлению сил при утомлении, улучшающее состояние кожи, вызывающее уменьшение признаков гипертрофии предстательной железы. Доза употребления перги. Доза употребления перги зависит от возраста человека. Детям с первого месяца по 1/5 чайной ложки в день. С 1 до 6 лет по 1/4 чайной ложки в день 1-3 раза в день. С 6 до 9 лет по 1/3 чайной ложки 1-3 раза в день. С 9 до 12 лет по 1/2 чайной ложки 1-3 раза в день. С 12 лет и далее доза для взрослых по 1 чайной ложке 1-3 раза в день. Пергу рассосать во рту, не запивая водой. При нормальном и пониженном артериальном давлении пергу употребляют после еды и не запивают в течение 30 минут, а при повышенном за 20-30 минут до еды. Продукт лучше принимать в первой половине дня, повышается работоспособность. Курс употребления перги 1,5-3 месяца. После небольшого перерыва курс можно повторить. Рекомендуется первые 2-3 дня наблюдать за самочувствием. Нередко перга вызывает сонливость у тех, чья нервная система работает с избыточной нагрузкой. В таких случаях продукт следует принимать во второй половине дня, ближе ко сну. Через 3-6 месяцев деятельность нервной системы нормализуется, и пергу можно будет принимать с утра и в обед. Если у вас будут вопросы по теме, пишите в комментариях, и мы ответим.